Всем привет! Вы на канале Home Food. В сезон кабачков не могу не приготовить этот великолепный шоколадный пирог брауни на основе замечательного полезного овоща, а еще и без сахара. Заинтригованы? Давайте начинать готовить! И не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам интересно со мной. К муке в количестве 100 грамм добавляем 30 грамм какао-порошка и пол чайной ложки пищевой соды. Затем 4 столовые ложки без горки мягкого кокосового масла. При желании его можно слегка нагреть. Далее смешиваем все эти ингредиенты до однородности. Если немного остались комочки, не критично. При последовательном добавлении продуктов все благополучно смешается. Теперь добавляем 2 средних яйца. Чуть не забыла, все продукты желательно должны быть комнатной температуры. Достаем их хотя бы за час до приготовления из холодильника. Исключительно по желанию всыпаем в тесто корицу или ванилин. Перемешиваем продукты до гладкости. Нам надо разрушить структуру яйца. Еще понадобится для сладости и скрепления теста 1 средний и желательно спелый банан. Разминаем его вилкой. Делаем банановую кашицу. Конечно, можно воспользоваться измельчителем или блендером, но он и так прекрасно поддается измельчению, как видно. Теперь самый главный ингредиент – цукини. 1 средний овощ измельчаем с помощью крупной терки. Натираем его вместе с кожицей. Откидываем натертый кабачок на сито. Немного его жамкаем, чтобы пустил сок, а потом отжимаем лишнюю жидкость. Но не до фанатизма, чуть-чуть. В тряпочку превращать цукини не нужно. Ну все, остается теперь только все объединить и размешать. Добавляем к основной массе банановое пюре и натертый кабачок. Перемешиваем до однородного состояния. Наше тесто для полезного брауни почти готово. Осталось добавить последний ингредиент – измельченный шоколад без сахара. Рубим 100 грамм шоколада при помощи ножа. Всыпаем в чашу к остальным продуктам. И еще разок тщательно размешиваем. Вот такое готовое тесто получается по консистенции. Теперь подходящую форму смазываем капелькой кокосового или сливочного масла и перекладываем в него готовое шоколадное тесто. Я сегодня использую силиконовую форму размером 24 на 24 сантиметра. Равномерно распределяем массу по форме и ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем брауни до готовности, около 35-40 минут. Пирог должен оставаться влажным, не передерживайте его в духовке, чтобы не пересушить. Даем нашему готовому брауни полностью остыть, а после нарезаем и наслаждаемся. Вкусное и полезное угощение к чаю. И в нем ни грамма сахара. Готовьте с удовольствием.
Нам очень нравится такой десерт. Рекомендуем вам испечь и полакомиться. Насыщенный шоколадный вкус, совсем не чувствуется добавление цукини. Дети едят с удовольствием. Готовьте, приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока.